Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. В этом видео мы будем спасать наши низкорослые томаты, которые выращиваем в открытом грунте. И я хочу показать, как мы это будем делать. Возможно, кому-то из вас эта информация будет полезна. Сейчас прежде всего осмотрим растения, покажу проявления, расскажу свои выводы по диагностике, что это за болезнь и в том числе, какими препаратами будем работать. Выращиваем две грядки низкорослых томатов. До сегодняшнего дня с ними все было отлично. Много навязалось плодов, мы были довольны, мы ждали результата, что скоро все начнет краснеть, они уже наливаются. В общем, ничего не вызывало у нас таких опасений. Провели профилактическую обработку квадрисом около месяца назад. Растения были чистые до сегодняшнего дня. И смотрите, что сегодня я обнаружил. Вот такие пятнышки. Похоже на проявление двух видов болезни, на альтернариоз и на фитофтороз в начальной стадии. Поэтому нужно работать препаратом, который будет помогать от двух этих заболеваний. Смотрите, вот внешнее проявление, это на внешней стороне листа. Видите, вот такие бурые пятнышки. Сначала желтые, потом некротизация происходит в внутренней части, вот подсохшие уже, видите, они уже подсыхают. Это уже они, ткани полностью поражены. И вот нижняя часть. Почему я не уверен в своей диагностике, а предполагаю, что это может быть две болезни, потому что без лаборатории точного диагноза, какой гриб поразил наши растения, мы не скажем. Но хорошо, что есть препараты, которые работают комплексно и от фитофторы, и от альтернариоза. Вот еще, смотрите, чтобы наглядно так. Жалко эти навязавшиеся плоды. Если мы сейчас не спасем и не сохраним вот эту листву, то плоды перестанут наливаться. Без листового аппарата или при сильно пораженном листовом аппарате плоды на томатах не увеличиваются. И к тому же, если это все-таки фитофтороз, а похоже на начальные стадии, то могут следом пойти поражаться стебли. На стеблях могут начинать появляться такие черные покрытия, да? И потом даже могут поражаться, начать плоды, могут чернеть, и тогда вообще это все останется только выкинуть. Необходимо срочно предпринимать меры для борьбы. Погода способствует тому, чтобы развивались разные заболевания. Вот до этого дня было все чисто-чисто. Кстати, это гибрид мицена, и он наиболее сильно поражен из всех гибридов, которые мы выращиваем. Вот рядом розовоплодный мамако. Смотрите, тут листья чистые. Я их руками не буду трогать, чтобы не переносить. Я там трогал только что на мицене, чтобы не разносить болячку. Хотя ветром разносятся споры грибов. Поэтому обрабатывать необходимо все томаты в досягаемости. Все на участке. Еще если у соседей такое, то попросить, чтобы обработали соседи тоже. Начали бороться. Можно не удержать. Пространственная изоляция, она иногда не работает, если рядом находятся посевы, посадки какие-то больные, зараженные. Тогда есть опасность, что заразятся и ваши растения. Поэтому нужно работать сообща. Мы будем обрабатывать все 4 сорта. Чем лучше всего обработать? Можно, в принципе, работать медсодержащими. Это препараты контактного способа действия, которые, попадая на гриб в нижней стороне листа, они просто подсушивают, они просто уничтожают этот гриб, он как бы сгорает, условно говоря, сгорает, он подсушивается, перестает осуществлять свою жизнедеятельность и так далее. Но контактный препарат, в чем его минус? В том, что он может легко смыться с листа. Вчера вечером шел дождь, сегодня я тоже так смотрю, облака крутит, что дождик может тоже прийти, в принципе, поэтому контактная будет малоэффективна, вот именно в мокрую погоду. Будем работать сегодня квадрисом. Мы уже работали им в качестве профилактики, работали дважды. Последний раз приблизительно месяц назад. До сегодняшнего дня растения были очень хорошо защищены, но вот видите, профилактика тоже, она может оттянуть болезнь, может ее вообще не допустить, но иногда для болезни складываются такие идеальные условия, что никакая профилактическая обработка распространения вспышкообразной болезни не удерживает. Я позвонил по знакомым, Татьяне Викторовне позвонил,
такая проблема сейчас очень у многих. Ну, сложились такие погодно-температурные условия. Поэтому ничего тут не сделаешь. Остается только бороться за урожай, чтобы не перекинулось, во-первых, на здоровые растения и чтобы не пошло на плоды, чтобы они не почернели. Итак, обрабатывать я буду квадрисом. Работать будем раз в 4 дня. Это будет серия обработок. Одной, к сожалению, уже тут ну, не остановить. Болячку эту не остановить одной обработкой. Поэтому мы сейчас обработаем квадрисом и обработаем еще через 4 дня. Более сильный препарат Ридомил Голд. Смотрите сами, может быть у вас сильнее поражение, так есть смысл все-таки тогда поработать Ридомилом. Если будете использовать квадрис, 6 мл на 5 литров воды, не на 10, а на 5 литров. Если какие-то другие препараты будете использовать, предположим, медь содержащие, то внимательно читайте инструкции. Итак, давайте вместе быстренько разведем. Лучше всего разводить, конечно же, в отдельной какой-то емкости для начала. Все это разбавлять отдельно и потом уже заливать в опрыскиватель. Мы используем литровую баночку, потому что надо отмерить как можно точнее. Еще я буду добавлять, обязательно мы добавляем прилипатель. Прилипатель многократно повышает эффективность любой подкормки, любого какого-то удобрения, любой препарат, наносимый на листовую поверхность растения. Прилипатель повышает эффективность и лучше удерживает. Даже если пойдет дождик, допустим, через пару часов, то прилипатель гораздо лучше будет удерживать препарат наверху. 4 литра. Ну и еще я добавлю немножко калийного плантофола. Именно калийный плантофол сейчас поможет побыстрее ускорить укрупнение плодов. Плодов навязалось много, пока листья зеленые, пока мало пораженных листьев. Вот нужно поспособствовать именно калийным удобрениям, нанесенным на лист, скорее ускорить налив плодов. На 10 литров обычный пакетик плантофола с формулой 5-15-45, ну, значит, пол пакетика приблизительно мы отделяем. Вот так. Ничего страшного, если немножко больше, ничего страшного, если немножко меньше. Все, приготовили раствор. Давайте обработаем. Желательно, чтобы не было ветра, очень желательно. Но, к сожалению, у нас сейчас все дни ветреные, поэтому приходится работать при той погоде, которая есть. Провели обработку, конечно, немножко от души. Обычно так мы не наносим, но сейчас, чтобы препарат полностью уже был на всей листовой пластине. Вот, друзья, если увидели такие проявления, обязательно поработайте, обязательно попытайтесь предпринять все доступные нам меры по спасению томатов. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всем здоровых растений, здоровья вам. Всего вам доброго.